Следующий вопрос. Вопрос. Что такое карма? Зачем ее отрабатывать? И кто определяет, что я сделал хорошо или плохо относительно кармы? Или я уверен, что все делаю правильно и так далее. Но опять-таки, это, как говорится, искажение, которое индусы внесли в мир. В «Сущий разум», второй том, я специально «Анатомия греха» или «Природа кармы» есть такая глава, и я описываю, что действительно есть карма. Дело в том, что, по сути, карма, любое действие, которое вы делаете, откладывает отпечаток на вас, на уровне вашей генетики, на уровне вашей сущности. И поэтому в зависимости от какое-то действия, значимости его, масштаба этого действия, этот отпечаток может быть большой, сильный отпечаток или незначительный. То есть любое действие, то есть все, что вы делаете, все, что вы даже мыслите, в мыслях происходит и так далее, все это влияет на вас. И отрабатывать карму, ну, понимаете, это вопрос вообще неправильный, потому что если что-то сделано вами, я приведу пример, чтобы было понятно, что такое значит отработать карму по-настоящему. Ну, к примеру, в прошлом жизни или в этой жизни человек убил другого человека. Сознательно, несознательно, убил, к примеру, да? Естественно, это отложило на него отпечаток. Для того, чтобы отработать этот факт, что нужно сделать? Значит, если это в прошлой жизни, или для простого варианта в этой жизни, то есть человек только недавно убит, это означает, что сущность данного человека не закончила свой эволюционный путь на Земле. То есть в большинстве случаев человек никогда не реализовывает себя из-за того, что социальные паразиты создали систему, чтобы человек никогда не выходил на состояние уровня развития, который он может двигаться вперед. Это специально делается. Но возможность такая есть. Если вы убили человека, к примеру, то вы тем самым лишили его возможности. Он, может быть, никогда в жизни своей не реализовал бы это. Может, наоборот, угробил все. Но пока он живой был, он имел такую возможность, а вы, убив его, такую возможность обрали. Для того, чтобы снять следы кармы, так называемые, или следы вашего преступления в этом действии, что нужно? Нужно найти сущность этого человека, которого вы убили, и компенсировать эволюционно все, что он по максимуму, что он бы мог бы максимально получить сам, если бы реализовал себя полностью. Только после этого вы снимаете с себя, как говорится, вот этот отпечаток убийства. И этот отпечаток, чем сильнее, чем более высокие возможности были у того человека, которого вы убили. То есть, если его возможности были, он должен был реализовать себя на 100 единиц, а вы убили, когда он реализовал на 10 единиц, значит, 90 единиц не реализовано, вы должны ему компенсировать. Для этого нужно знать, как развить сущность. Для этого вы должны иметь свойства и качества определенные. Если вы это не будете знать, просто пожелать: «О, хочу, чтобы его сущность развилась до той точки». Ничего не произойдет. Есть поговорка: хотеть не вредно, правильно, да? Так действительно так и есть. Для того, чтобы развить, необходимо действительно качественно изменить его сущность и эволюционно ее провести от точки А до точки Б, которую он должен был достичь, если бы правильно развивался и достиг того уровня, которого он достиг. Мог бы достигнуть. Вот тогда карма снимается. А теперь скажите, тех учений, которые навязывают, что нужно отработать карму, что-то подобное говорится о чем-то? Конечно нет, потому что они даже не понимают, что такое карма. Если говорить слово «карма» применять. Потому что, к сожалению, далеко не каждый человек, даже поняв, что он сотворил отрицательное, не сможет это сделать, потому что ему нужно уже иметь определенный уровень развития для того, чтобы смог эволюционно развить сущность другого человека. Вопрос, скажем так, значит, человек обречен, значит, он сделал преступление, пускай осознанно, неосознанно, раскаялся, к примеру, по-настоящему, понял, что к чему. Он обречен? Не совсем так. Потому что если вы дальше будете действовать правильно, то есть если человек будет действовать правильно, то есть создавать положительное, то есть вы начинаете постепенно компенсировать, нейтрализовать, то есть уравновешивать то негативное, что вы сделали, теми положительными, постепенно будет выравниваться. И наступит момент какой-то нейтрализации отрицательно. Но это, конечно, гораздо тяжелее.
То есть делами человека, человек своими собственными делами, своим собственным трудом работы, только не просто так говорится, ходить, и вот я раскаялся и так далее, а именно делами, которые могут двигать вас эволюционно вперед. Вот опять-таки для этого нужно знать, какие действия приводят к эволюционному развитию вперед, которые действия не приводят, которые просто пустозвонство. Потому что можно бить себя в грудь и бить себя, бичевать себя, как некоторые делают, да? Каяться во всех грехах своих, чужих. Вы думаете, что-то изменит? Ничего. Только дела, и дела на благо не на себе лично, а для других, когда вы делаете что-то, жертвуя собой, жертвуя своими интересами и так далее, вы сможете создать что-то действительно положительное, которое сможет нейтрализовать даже то, что отрицательное. То есть это не обличение, что вот если у вас нет возможности, раз наработал сущность, сказал спасибо, до свидания, бай-бай. Нет. Даже человек, который не может этого сделать, может другими способами, действуя на созидание, как творец, помогая другим, и не паразитам помогая, естественно, а делая то, что положительное, которое несет и так далее, человек будет меняться, это изменение постепенно выровняет баланс, и в некоторый момент, если даже пойдет дальше, может нейтрализоваться это полностью, то есть плюс-минус себя нейтрализует, минус 5 плюс 5, что будет? 0, правильно? И появится возможность заработать еще там плюсы и единицы. Но опять-таки, для этого человек должен понимать, какое действие, к чему приводит, и ответственность иметь, понимать ответственность за каждое свое действие. Если это будет, все будет в порядке. Быстрее и медленно, зависит от ситуации, от того или иного фактора. Но тем не менее, это все возможно. Следующий